История человечества — это в том числе и история его интимной жизни. Каждая эпоха и цивилизация создавали свои уникальные правила, ритуалы и представления о сексуальности. Но что происходит сейчас, в эпоху глобализации и интернета? Мы исследовали, как изменились сексуальные нормы в странах с богатой историей, от Древней Греции до традиционных обществ Океании. Глобальные тренды, которые изменили все. Прежде чем погрузиться в конкретные страны, выделим общие векторы, повлиявшие на весь мир. Секуляризация. Религия постепенно теряет роль главного регулятора интимной жизни. Феминизм и равноправие. Акцент сместился с концепции долга на взаимное согласие и удовольствие обоих партнеров. Цифровая революция. Знакомства перешли в онлайн, а доступ к информации стер множество табу. Индивидуализм. Секс все чаще рассматривается как сфера личной реализации, а не выполнение социального долга. Европа. Наследие и современность. Греция и Италия в тени храма и в свете неона. Несмотря на сильное влияние православной и католической церкви, частная жизнь стала светской. Что было? Жесткие семейные ценности, секс для зачатия в браке. Что теперь? Легализованы однополые союзы. В Греции – партнерство, в Италии – гражданские союзы. Высокий уровень добрачных связей, поздние браки. Однако разрыв между либеральными городами и консервативной провинцией остается. Скандинавия – эталон равноправия. Швеция, Норвегия и Дания продолжают задавать тон. Что было? Первопроходцы в области сексуального просвещения и либеральных законов. Что теперь? Культура согласия, золотой стандарт, фокус на здоровье, равноправии и толерантности. Новый вызов – интеграция мигрантов с консервативными взглядами. Азия – скорость перемен и сила традиций. Индия – Камасутра в эпоху цифры. Место, где древние традиции сталкиваются с современными технологиями. Что было? Публичное табу на обсуждение секса при наличии богатейшей эротической литературы. Что теперь? Верховный суд декриминализовал гомосексуальность, что стало историческим решением. В больших городах растет рынок секс-игрушек и онлайн-просвещения, но в обществе сильны консервативные настроения, а браки по сговору все еще норма. Китай. Сексуальная революция под контролем государства. После пуританской эпохи Мао страна пережила взрыв либерализации. Что было? Секс – тема только для супружеских пар с целью рождения ребенка. Что теперь? Высокий уровень добрачных связей, открытые разговоры об удовольствии. Но государство снова усиливает давление, продвигая традиционные ценности для повышения рождаемости. Права ЛГБТ не признаются, а феминистские движения сталкиваются с преградами. Япония. Культурный парадокс. Страна, где гиперсексуализированная поп-культура соседствует с кризисом интимности. Что было? Традиционные представления о семье и знаменитые гейши. Что теперь? Феномен секусу синтай, что означает целомудренные тела. Многие молодые японцы отказываются от отношений и секса из-за экономической неуверенности и усталости от социального давления. Низкая рождаемость – одна из главных проблем страны. Ближний Восток и Океания – контрасты и вызовы. Арабский мир – мозаика консерватизма и либерализма. Ситуация кардинально различается от страны к стране. Что было? Гарем как символ закрытости женской сексуальности. Что теперь? В Саудовской Аравии в рамках программы трансформации Vision 2030 женщины получили больше свобод. В Объединенных Арабских Эмиратах и Катаре существуют либеральные пузыри для экспатов. Интернет стал окном в другой мир для молодежи, но тема прав ЛГБТ остается под строжайшим запретом. Океания – утрата традиций и поиск себя. Столкновение с западной цивилизацией оказалось болезненным. Что было? Сексуальность – часть общинных ритуалов и инициации. Что теперь? Урбанизация ведет к размыванию традиций. Во многих странах, например, в Папуа, Новой Гвинее, это привело не к либерализации, а к росту насилия и распространению ВИЧ на фоне сохраняющегося публичного табу на обсуждение этих проблем. Каков вывод? Множество реальностей.
Мир не пришел к единой модели сексуальной культуры. Вместо этого мы видим множество параллельных реальностей. На Западе — модель индивидуального выбора и согласия. В Азии — сложный коктейль из экономического роста, государственного контроля и личных свобод. В традиционных обществах — болезненный, но неизбежный переход в новую эпоху. Главный конфликт XXI века разворачивается между правом на личный выбор и стремлением сохранить культурную идентичность. И этот спор происходит не только между странами, но и внутри каждого из нас.